Если вам посчастливилось жить с нарциссом, работать с нарциссом, у вас конфликт с нарциссом или вам как-то еще приходится с ним взаимодействовать, то лучше знать, понимать, как он устроен, что им движет, как им можно управлять, как им можно манипулировать, если это вам зачем-то нужно. Это поможет вам в определенных ситуациях выжить или, по крайней мере, меньше потерять. Самое главное, что нужно понимать, нарцисс – это глубоко травмированный и зависимый человек. Он тотально зависит от своего образа и от того впечатления, которое он оказывает на других. В большинстве случаев в детстве он столкнулся с отвержением, со стыдом, с унижением, с манипуляциями со стороны родителей и получил так называемую нарциссическую травму. Нарциссическая здесь означает, что она была связана с любовью к себе. То есть таким, какой я есть, меня не любят, не принимают, не поддерживают, а отвергают, бросают и предают. Например, когда родители были холодными, отсутствующими, манипулирующими, нарциссы, психопаты, болеют, страдают, самоутверждаются, устраивают свою личную жизнь и так далее. И в такой ситуации я делаю вывод, что таким, какой я есть на самом деле, я не нужен даже своим родителям. Я недостоин любви, я ошибка, я ничтожество, мое место на помойке. И мое истинное, живое, чувствующее я отравляется, поражается непереносимым стыдом, страхом, унижением и болью, с которым детская психика справиться не может. И чтобы хоть как-то сохраниться, я придумываю, я отращиваю себе мое ложное искусственное я. Я придумываю, кем я должен притворяться для того, чтобы меня не унижали, не бросали, не гнобили, не отвергали, а хоть как-то были со мной, хоть как-то оставались со мной. И в большинстве случаев этот образ, это ложное придуманное «я» должно соответствовать ожиданиям, комплексам, неврозам или травмам моих родителей. Происходит так называемое нарциссическое расщепление, то есть личность раскалывается на два «я». Истинное «я» – это брошенный, маленький, травмированный ребенок, парализованный от страха, стыда и боли отвержения. И ложное «я» – это внешний искусственный образ, которым он защищается от этого стыда, страха и боли, от этого внутреннего концлагеря, который он везде носит с собой. И когда вы общаетесь с нарциссом, вы общаетесь не с самим человеком, не с его истинным чувствующим «я». Оно сейчас недоступно ни вам, ни ему самому. Оно сейчас в аду, к нему сейчас невозможно прикоснуться. Там не может идти речи ни о какой любви, переживаниях, сострадании и тепле. Вы по факту общаетесь с его механизмами психологической защиты, с функциями, которые охраняют его от этого ада. Его ад – это одиночество, стыд и боль отвержения. Это зависимость, ничтожность, брошенность. И он изо всех сил будет избегать этих переживаний, этого состояния. Поэтому он делает других зависимыми от себя для того, чтобы не быть зависимым. Поэтому он обесценивает других для того, чтобы не быть обесцененным. И поэтому он манипулирует, использует, потребляет и выбрасывает других без сожаления, для того, чтобы то же самое не проделали с ним. Идеализация, обесценивание, утилизация. Произвести впечатление, сделать зависимым, использовать и выкинуть. Это так называемый классический цикл нарциссического абьюза. Это то, что с ним сделали в детстве, и это то, что он делает со своими жертвами. Первая фаза – идеализировать. Вознести на пьедестал. Здесь любовная бомбардировка, медовый месяц. Ты исключительная, ты не такая, как все. Только ты, нимфа, богиня, свет в оконце, смысл жизни, рыба моей мечты. Здесь задача завербовать по ценностям, создать зависимость. И когда жертва уже на крючке, наступает вторая фаза – обесценивание, потребление, использование, поедание. Ты ничего не стоишь, да над тобой все смеются, да ты занимаешься какой-то ерундой, да без меня ты никто, да кому ты нужна, все из-за тебя и так далее. И, наконец, третья фаза
Это утилизация, когда старый, ненужный, отработанный материал уже можно выкинуть на помойку и заменить новой жертвой. Как испортившийся чайник или пылесос нужно выкинуть и просто купить новый, потому что старые уже не выполняют своих функций. Идеализировать, обесценить, утилизировать. Ближе, дальше, исчез. Профайлинг, вербовка, шизофреногенные паттерны. Добро пожаловать в боевое НЛП. При этом в большинстве случаев у нарциссов в детстве отношения строились не через близость, привязанность и эмоциональную поддержку. Они в основном строились через манипуляции, контроль, власть, обесценивание и зависимость. И именно так нарцисс выстраивает отношения с окружающими. Через манипуляции, контроль, власть, зависимость и обесценивание. Он делает людей вокруг себя зависимыми и обесцененными, чтобы так можно было безопасно с ними общаться. Фактически он делает с вами то, что с ним делали его родители. Он воспроизводит на вас, с вами, свою нарциссическую травму. По факту он заражает вас нарциссизмом. Он делает вас таким же, как и он сам, для того, чтобы вы были для него ближе и понятнее. Он таким образом затаскивает вас в свой покалеченный мир, для того, чтобы ему там было менее одиноко и менее страшно. Он калечит вашего внутреннего ребенка, вашу истинную, живую, чувствующую часть. Жертвы нарциссического абьюза получают симптомы, сходные с симптомами нарциссической травмы. То есть самооценка, эмпатия и способность доверять другим людям могут не вернуться на прежний уровень больше никогда. Поэтому любое общение с нарциссом токсично. Даже думать про нарцисса токсично. Следить за ними в соцсетях токсично. Смотреть постоянно ролики про нарциссов токсично. Даже снимать видео про нарцисса токсично. Пока вы о нем думаете, вы продолжаете играть в его игру. Он существует, он важен, он продолжает жить в вашей голове. На самом деле не существует ни единой причины хоть как-то взаимодействовать с нарциссом. Лучшее, что вы можете с ним сделать, это уйти. Полностью выйти из коммуникации. Полностью изолировать себя от любого общения. Это как с наркоманами. Первым делом нужна полная изоляция от вещества. Если есть необходимость в каких-то контактах, то только через третьих лиц. Юристов, адвокатов, доверенных и так далее. Никаких останемся друзьями, звонков, сообщений, лайков или комментариев. Полная блокировка и бан. Это вопрос вашего выживания и вашего здоровья. Прекратите облучаться. И даже если вы очень сильно хотите им поманипулировать, сделать ему больно, ему отомстить, то уйти, выздороветь, восстановиться и жить своей счастливой жизнью, это будет для него самый болезненный вариант. Это самая жесткая манипуляция и самое сильное болезненное наказание. Потому что если вы уйдете и будете жить счастливо без него, для него это будет означать, что он не нужен, не важен, вы от него не зависите, свет на нем клином не сошелся, вы его бросили, а это для него его личный ад и его травма. И если вы не можете полностью выйти из контакта, из коммуникации, знайте, что вы еще на крючке, вы пока еще в зависимости. И в какие бы игры вы с ним не играли, помните, что вы пока еще не вышли из казино. И не факт, что сможете выйти. Не занимайтесь самообманом. И если на данном этапе полностью выйти из коммуникации, полностью уйти варианта нет, и вам необходимо с ним взаимодействовать и манипулировать им, первым делом задайте себе вопрос, а зачем вам это надо? Если у вас нет четкого понимания, какой результат вам нужен, а самое главное, зачем, не нужно вам это делать. Если вами сейчас движут сильные эмоции, обида, гнев, желание отомстить, не нужно этого делать. Если вы в зависимости, в уязвимом положении или вам может что-то угрожать, не нужно этого делать.
Сначала займитесь собственной безопасностью. Если вы зависимый или у вас есть симптомы, склонность к зависимому поведению, вообще забудьте про какие-то манипуляции, особенно с нарциссом. Ваша задача максимум унести ноги. Помните, что вы собрались манипулировать человеком, для которого манипуляция – это способ выживания. Манипуляция для него – это основной способ вообще взаимодействия с другими людьми. И он занимается этим с детства. Да, у него есть уязвимость и слабость в виде его травмы и зависимости, но не стоит питать иллюзий, что вы легко обыграете наперсточника в его игру. Поэтому, если есть такая возможность, то лучший вариант – это полностью выйти из контакта, полностью выйти из коммуникации, восстановиться, выздороветь, поставить свои личные цели и заниматься своей жизнью. Дальше. Обязательно убедитесь, что перед вами именно нарцисс, а не психопат, например. Нарцисс очень зависим от своего образа. Психопат независим от своего образа. Нарциссу очень важно, что о нем будут думать другие. Психопату это не важно. Нарцисс обращен в сторону людей. Он стремится быть с ними. Он просоциален. Психопат антисоциален. Нарцисс реактивен и импульсивен. У психопата все под контролем, и он спокоен. Не дай вам Бог попробовать манипулировать психопатом. Если есть сомнения, не нужно этого делать. Лучше, что вы можете с ним сделать, это стать для него невкусной едой, физически недоступной едой, невидимой едой, отсутствующей едой и медленно ползти в сторону выхода. Но вернемся к нашим нарциссам. Если вам приходится взаимодействовать с зависимым человеком или даже управлять им, то лучше хорошо понимать эту зависимость, уметь с ней взаимодействовать, управлять и даже манипулировать. Главная слабость, уязвимость и зависимость нарцисса – это его травма, связанная с непереносимым стыдом, виной и страхом отвержения. Это его избегаемые переживания. Поэтому для него непереносима, невыносима любая критика, обвинение, ответственность, безразличие и тем более обесценивание. При этом ему в окружении нужны люди, в которых он будет вытеснять все эти избегаемые переживания. Ему около себя нужны куски мяса, контейнеры, в которые он будет перегружать всю эту ничтожность, стыд, ответственность, вину, ущербность, тупость и так далее. Все из-за тебя. Если бы не ты, все было бы хорошо. Как можно быть таким тупым или такой тупой? Как можно быть таким ничтожеством? И так далее. Газлайтинг, гостинг, висхолдинг, victim blaming, орбитинг, неглект и прочие словечки, прочие 50 оттенков нарциссического абьюза. Сам он изо всех сил будет избегать любой зависимости, ответственности, риска быть обесцененным и брошенным. И у него на это 3 инструмента. Образ, контроль, ресурсы. Образ – это то самое ложное «я». Образ может быть грандиозным, скрытым грандиозным, не очень грандиозным, но он должен обязательно соответствовать каким-то качествам или критериям, которые спасли бы его от его травмы, которые защищают его от его травмы. Он должен производить определенное правильное впечатление на других людей, что защищало бы его от его травмы. И он тотально зависим от этого образа и от этого впечатления. Второе. Контроль и власть защищает его от уязвимости, зависимости, ответственности, безразличия и обесценивания. Он должен делать других зависимыми от себя. Он должен контролировать, унижать, делать зависимыми, делать ничтожными, делать слабыми других для того, чтобы с ними можно было безопасно взаимодействовать. Даже здоровую, сильную, устойчивую психику можно расшатать, расщепить, подавить, сделать зависимой и слабой. Часто нарциссы перед использованием своей жертвы любят изолировать ее от друзей, родных и тех людей, которые могли бы в принципе оказать ей поддержку. И, наконец, третье.
Деньги, имущество, статус, какие-то еще ресурсы дают ему возможность поддерживать этот грандиозный образ, помогают ему производить впечатление на окружающих, помогают ему контролировать и управлять другими людьми и также защищает его от брошенности и зависимости. Имидж, власть, деньги. Образ, контроль, ресурсы. Это именно то, что защищает его от травмы. Это именно то, зачем прячется его стыд, страх и одиночество. Это именно то, от чего он так тотально зависим и на что он опирается. И это именно то, с чем мы будем играть для того, чтобы воздействовать на нарцисса. Если по каким-то причинам вам необходимо оставаться рядом с нарциссом и при этом выжить, в первую очередь подумайте, зачем вам это нужно на самом деле, почему вас тянет именно к таким. Но если все же вы принимаете решение, что вы с ним остаетесь, вы продолжаете с ним взаимодействовать, и вам важно при этом облучаться как можно меньше, то вам необходима инструкция по эксплуатации нарцисса. Как содержать, чем кормить, как приучить к лотку, как ухаживать, чтобы он был счастливый, довольный, красивый, чтобы никого не кусал, не газлайтил, никому не сворачивал кровь, не убегал, а делал свое дело. Возможно, это муж, жена или шеф, и пока вам нужно оставить все как есть. Возможно, это какой-то ценный, незаменимый, но нарциссичный сотрудник, который вам нужен, и вам нужно, чтобы он продолжал делать свою работу хорошо. Возможно, вам просто нужно время. Вы копите деньги, собираете компромат, готовите пути отхода или строите запасной аэродром. И вам просто нужно выжить в этот период. Помните, что на самом деле перед вами травмированный 5-летний ребенок, что на самом деле вы общаетесь не с самим человеком, а с его защитными механизмами, с функцией, которая защищает этого травмированного ребенка от непереносимой боли и разрушения с помощью образа, контроля и ресурсов. И если вы хотите иметь рядом с собой сытого, красивого, благородного комнатного льва, а не людоеда, тирана и токсичное животное, то ваша задача ярко отражать правильный образ, подтверждать ему, что у него все под контролем, и поставлять ему качественный нарциссический ресурс. Ваша задача ярко отражать ему образ, контроль, ресурсы. Это ваша работа, это ваша функция. Вы его функциональное дополнение. Вы – это его гаджет. Рядом с нарциссом есть 2 вакансии. Еда и свита. Работа еды – быть съеденной. Работа свиты – делать короля. Если вы не делаете короля, вы еда. Если вам не нравится такая работа, уходите. Если вы не уходите, хорошо делайте свою работу или будете съедены. Дальше разберем, чего рядом с нарциссом категорически делать нельзя, для того, чтобы не спровоцировать его на ярость, гнев и месть. Первое. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не критикуйте нарцисса, не спорьте с ним, не оценивайте его, и тем более не обесценивайте его, ни на людях, ни лично. Ваша задача, ваша функция – отражать короля. Это ваша работа, это вообще единственное, зачем вы нужны. Любое сомнение в исключительности или в идеальности будет расценено как предательство, оскорбление или покушение. Вы для него станете врагом и мишенью для атаки. Второе. Не смейте быть равнодушным. Ваша задача ярко отражать образ. Ярко отражать правильный образ. Если нет образа, нет нарцисса. Поэтому с восхищением и трепетом реагируйте на все его проявления. Безразличие, игнорирование и недостаточное восхищение будет для него означать, что он особенный, не исключительный, не идеальный. Он вам этого не простит. Третье. Никогда не предлагайте свои идеи, советы или помощь. Никогда не предлагайте альтернативную точку зрения.
Это для него будет означать, что что-то в этом мире он не знает, не может и не умеет. Что что-то в этом мире зависит не от него. Этим вы пытаетесь его унизить и опустить его до своего уровня. Как вам в принципе могло прийти в голову, что вы способны познать замыслы маэстро? Ваша работа — восхищаться гениальностью. Это как в классике: подчиненный должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. Четвертое. Ничего не рассказывайте ему о реальности. Он живет в своих безопасных галлюцинациях о себе и о мире. Он живет в информационном пузыре, который защищает его от боли. Вас там нет вообще. Вы функция. Ваша задача отражать и поддерживать эти галлюцинации. Не смейте оскорблять его разговорами про какую-то там реальность. Реальность посягает на его исключительность и идеальность. Она приносит ему только боль. Зависеть от какой-то там реальности – это ниже своего достоинства для нарцисса. И пятое. Не нужно предлагать ему отношения, близость, договоренности или что-либо еще, предполагающее какую-то ответственность, запреты, ограничения или рамки. Это будет только его раздражать. Таким образом, вы пытаетесь опустить его до своего уровня. Вы пытаетесь обесценить его. Ваша задача отражать, быть атрибутом, брелком, приложением. Вы луна, которую удостоили чести отражать свет солнца. Из своего лексикона вообще лучше убрать местоимение «я», «мне», «моё», «мы», «нам», «наше». Есть только «ты», «тебе» и «твое». Если это царапает ваше эго, если вы не можете относиться к этому как к работе, то вы будете получать голодного, тревожного, агрессивного, токсичного нарцисса. Он будет атаковать все, что угрожает его образу, и он будет беречь все, что питает его образ и защищает его от боли. И если ваша задача стать для него важным и ценным, чтобы он берег вас и заботился о вас, а не ел и травил, если вы хотите стать для него незаменимым, вам придется научиться его вербовать. Вам придется научиться предоставлять ему исключительный нарциссический ресурс. Кормить его эго и его образ так, как никто другой не может кормить. Что у нас в меню? Первое. Это исключительное внимание. Все внимание и восхищение вашему нарциссу. Все, как завещал дедушка Ленин. Землю крестьянам, фабрики рабочим, внимание нарциссам. Очень внимательно и с энтузиазмом слушайте все, что он говорит. Абсолютно со всем соглашайтесь, поддерживайте его и восхищайтесь. Буквально как с 5-летним ребенком. «Вау, привет! А что это тут у тебя? О, у тебя новая машинка, как классно! А что это у тебя, BMW или Mercedes? А, это Lexus, ух ты, вот это да! А что это ты тут у нас нарисовал? Что это? Спайдермен? Или Рапунцель? Или налоговая декларация? Как классно у тебя получилось! Ты просто талант!» Просто представьте, что вы работаете в детском саду. В хорошем детском саду, где есть только один ребенок. Второе. Это исключительный образ. Кормите его образ правильно. Кормите его так, как он мечтает о том, чтобы его кормила его мама. Для этого вам нужно изучить его рацион, его образ, его ложное «я». Из каких ингредиентов оно состоит. Каким ему нужно казаться перед окружающими для того, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Какими качествами ему нужно накормить свой образ для того, чтобы он чувствовал себя хорошо, был сытым, довольным и счастливым. Что это? Я умный, я красивый, я смелый, я богатый, я знаменитый, я Элвис Пресли, я гитарист-песенник, я модный. Именно на эти качества он опирается для того, чтобы не упасть в свою травму. И именно этими качествами вы должны восхищаться особенно ярко. Возможно, какое-то время вам придется покалибровать эти качества. Внимательно слушайте, что и как он говорит. Возможно, вам придется
повосхищаться разными качествами и критериями и посмотреть, как он на них реагирует. И чем ближе качество к его образу и к его травме, тем ярче он на это качество реагирует, тем больше и легче он вваливается в состояние счастливого 5-летнего ребенка. Можете еще обратить внимание, за что он, ваш нарцисс, травит и гнобит и критикует других окружающих. Скорее всего, он в них вытесняет те качества, которые являются противоположными к его образу. Например, если вы слышите от него: «Как можно быть таким тупым?» Или «Да он просто нищеброд какой-то, у него, наверное, 3 класса образования». Можно предположить, что для него очень важными являются критерии качества. Это хорошее образование, успешность и интеллект. Попробуйте повосхищаться его интеллектом, образованием и успешностью. Третье – это исключительный контроль и власть. Демонстрируйте ему полное подчинение и лояльность. Создайте у него иллюзию его величия и власти, что вы полностью зависите от него. Показывайте ему, что он важен и незаменим. Если бы не ты, о владыка, мы бы здесь вообще все по миру пошли. Если бы не ты, мы бы не знали, что делать. Подскажи нам, мастер, что же нам делать? Мы здесь все потерянные и испуганные. Мы полностью от тебя зависим. И четвертое. Это исключительный ресурс. Давайте ему то, что никто другой в принципе не может ему дать. Вы сами можете стать его исключительным ресурсом. Вы можете стать его дилером, его поваром. Например, досыта кормите его паранойю. А ты знаешь, что у тебя за спиной говорят твои товарищи? Как ты вообще можешь им доверять? Они же тебя предадут при первой же возможности. Они же тебе завидуют. Ты же это понимаешь. Ты же умный. Исключительное внимание, исключительный образ, исключительный контроль, исключительные ресурсы. Вы становитесь для него исключительным. Вы внедряетесь в его зависимость. Вы становитесь его зависимостью. Вы забираете себе его зависимость. Но помните, что вы имеете дело с зависимым человеком с нестабильной психикой. И если что-то может пойти не так, то в случае с нарциссом это обязательно пойдет не так. Поэтому вам нужен как минимум план Б и пути отхода. Потому что выйти с коммуникации с нарциссом, который уже на вас подсел, намного сложнее. И если вы сомневаетесь в своих силах или что-то вам может угрожать, не нужно этого делать. Как только вы почувствуете, что он у вас на крючке, можно понемногу аккуратно начинать практиковать удержание. Вы понемногу начинаете придерживать ваши исключительные ресурсы. Вы понемногу начинаете знакомить его с собой и своими эмоциями. Вы начинаете понемногу появляться и проявляться в его галлюцинациях. Таким образом, вы можете создавать какие-то рамки, условия, границы, ограничения. Можно начать с тени разочарования, например, когда он нарушает ваши личные границы. Вводим кнут и пряник. Ведет себя хорошо? Ты мой самый великий, идеальный, исключительный, красивый лев. Если что-то опять нагазлайтил или наабьюзил, легкая отстройка. А я и не знала, что ты такой. Как в дрессировке дельфинчиков. За правильное поведение рыбку, за плохое поведение мало рыбки или нет рыбки. Ближе, дальше. Тепло, холодно, плюс, минус. Если на вашу отстройку и ваши проявления он реагирует атакой, местью, гневом, наказанием, то возвращайтесь на предыдущий этап. Вы его не довербовали. Вы не стали его исключительным ресурсом. Вы очень рано и грубо подсекаете. Или перед вами не нарцисс, или он вам не по зубам. Ну и если ваша задача обезвредить нарцисса, вывести его из строя, дезорганизовать его, то прямая атака в лоб по уже хорошо знакомым вам критериям и качествам сделает из него вашего врага.
Вы получите жестокого и мстительного маньяка и преследователя. Скорее всего, вам не нужен такой аттракцион. Нарцисс опирается на образ, контроль, ресурсы. Поэтому боится он больше всего публичного разоблачения, потери власти и своего нарциссического ресурса. Поэтому первым делом выходите из зависимости. Тихо, не привлекая внимания, готовьтесь к отходу. Копите деньги, собирайте компромат, заручитесь поддержкой других людей. Учитесь, ищите работу, меняйте баланс сил в свою сторону. Слезайте с крючка. Второе. Если он эмоционально раздергивает вас оскорблениями, унижениями, провокациями, обесцениванием, ты никто, ты ничего не можешь, ты ничего не умеешь, как можно быть таким ничтожеством, вы вообще здесь мне все обязаны и так далее, то может помочь принцип. Я это я такой, какой я есть, я такой, каким я должен быть. Если у тебя другое мнение, то это всего-навсего твое мнение. Наши мнения могут различаться. Это нормально. То есть выходите из эмоциональной зависимости. Третье. Перестаньте отражать. Прекратите кормить его своим вниманием и своими эмоциями. Станьте невкусной едой. Станьте пресной едой. Станьте неинтересным, отсутствующим, скучным. Теперь все общение с ним – это серая, унылая рутина и обыденность. Станьте зеркалом, которое больше ничего не отражает. Прекратите быть поставщиком его нарциссического ресурса. Детский сад закончился. Четвертое. Когда будете готовы, полностью выходите из контакта. Любое общение теперь либо через третьих лиц, через ваших поверенных, либо в присутствии ваших свидетелей. И всегда на руках важно иметь компромат и доказательную базу. Это документы, фото, видео, какие-то другие материалы, доказывающие, разрушающие образ. Компромат теперь для вас – это билет на свободу. Это ваши психологические опоры. Без компромата он обязательно, элементарно все поставит с ног на голову. Без свидетелей вы ничего не докажете. И пятое. Привлекайте дополнительные силы. Опирайтесь на внешние сильные системы. Обращайтесь в правоохранительные органы, пишите заявления, судитесь. Привлекайте административный или понятийный ресурс. Делайте его зависимым от себя, создавайте ему ограничения физические и юридические. Делайте его зависимым для того, чтобы защитить себя. И главное, помните, ничего личного. Таков закон, таково решение суда. Не очень жаль, ничего не могу с этим поделать. Лапки вверх. Третья позиция восприятия. Ничего не отражайте, никакого эмоционального отклика, ничего из себя. Не рисуйте на себе мишень. Компромат разрушает образ, ваша независимость разрушает власть, ваше невнимание и неважность лишает его нарциссического ресурса, ваш уход разрушает исключительность и незаменимость. Он не важен, не нужен, и его бросили. Вы повторяете его травму и делаете месть недоступной.